чередуются. Life and death alternates. Жизнь и смерть чередуются. And every moment there is alternation of inhalation and exhalation. И каждый момент мы чередуем вдох и выдох. And we are existing because of the law of pulsation. In pulsation there is alternation of expansion and contraction. И мы существуем из-за закона пульсации, то есть сжимания и разжимания. And also every day in our life we know that there is alternation of sleep and awakening. И каждый день мы знаем, у нас чередование сна и бодрости. So therefore we should not question why there is darkness. Поэтому мы не должны задавать вопрос, почему есть темнота. If darkness is not there, how can you identify light? Да, если не было бы темноты, как мы могли бы сказать, что есть свет? What we call light is only absolutely the experience of absence of darkness. То, что мы называем свет, это просто опыт несуществования тьмы. And what you experience of darkness is absence of the perceptible light. А то, что мы чувствуем как тьма, это то, когда абсолютно нету света. And also the intense light which is beyond the capacity of perception also appears like darkness for us. И тот свет, который выше наших возможностей восприятия, он нам тоже кажется тьмой. Тот высший свет, интенсивный высший свет. Да, но суть же в том, что когда мы переходим вот на человеческий уровень, то темные силы, как я понимаю, они проявляются нарушением законов, то есть какими-то неблагостными действиями. То есть как вот здесь вот? She's asking, like, if we go to the human level, then the dark forces reveal themselves as that you don't live harmoniously in harmony with the laws, and she wants to ask how to think about this. We have, you see, we human beings, we are also part of the creation. We are not different from the creation. Понимаете, наше человеческое существование это тоже часть всеобщего плана. Мы не отделены, мы не что-то другое, мы тоже часть. And both the white forces and dark forces, they keep working in every one of us. И темные и светлые силы постоянно работают внутри нас. Because our experience of matter, our experience of on this physical level, it is our attachment to matter and all our experience is due to the influence of daityas. Потому что все наше ощущение ощущение материи, опыт материального, это наша привязанность к материальному, благодаря датьям. That is why we, in ourselves, in the beings, we feel we have some qualities like holding and because if this is not there, our soul cannot hold the physical body. Мы постоянно чувствуем такие ощущения, как задержать что-то, притянуть. Но если бы не было этих ощущений, тогда наша душа не смогла бы держать физическое тело. But what happens at the same time? Но что случается в то же самое время? They try to pull our consciousness and keep only with the matter aspect. Но в то же самое время вот эти материальные силы или темные датьяс, они пытаются наше сознание утянуть вниз и держать его только на уровне материального. And due to this, we exist only in terms of matter, and we forget that our real existence is not just the matter, it is the soul. И когда такое случается, то мы существуем только в терминах материального, забываем, что вообще суть нашего существования выше, в
материальном мире. So these dark forces, they are also there in us and they try to limit our consciousness. И эти темные силы, они, так как они тоже в нас, они пытаются ограничить наше сознание. And they cause differentiation. That is why we differentiate between friend and enemy and all these differentiations. И они являются источником развлечения. То есть почему мы различаем между другом и врагом и различными, различаем просто различные качества в мире. So these dark forces influence us to live in this differentiation. Therefore, we always live in differentiation. How we differ, how we keep ourselves differ from others. И эти темные силы заставляют нас постоянно различать, и как мы живем, говоря, что вот это я, а это другие. И вот эта сила развлечения, это на нас влияет, эта сила развлечения дается нам этими темными силами. Then we have to practice, we have to try to get to turn towards the light, towards the white forces. Но мы стараемся идти в сторону светлых сил. They are also there in us. Они тоже в нас есть, так же. So this conflict or the war between white forces and dark forces is only symbolic. It is going on within ourselves always. Но вот этот конфликт или война между темными и светлыми силами, это только символически, потому что это постоянно происходит внутри нас. Взаимодействие. When we submit to the Lord consciousness in us, Если мы согласимся к сознанию Бога внутри нас, then we can win over these influence of the dark forces and we can get awakened into the higher consciousness. тогда мы можем выиграть эту борьбу между темными и светлыми силами и подняться на более высокий уровень, потому что в мироздании это тоже так. Therefore, that is an eternal story. И это бесконечная история. So, even the dark forces have their purpose in creation. Он хочет подчеркнуть, что даже темные силы имеют свой смысл в мироздании. Ultimately, this is all the part of the divine plan. И это тоже часть всеобщего плана. Otherwise, why the Creator should create the dark forces? The Creator is not. He is very definitely he is very intelligent to make the creation like this. Otherwise, he is not a fool to create. Значит, зачем ему создавать темные силы? Он же не дурак, он же знает, что он делает. So that is why this whole creation, the whole function is like a play, like a game. И поэтому все наше мироздание это как игра. If you ask the Creator why you have created like this, why you have created some people very good people, some people very evil people, and some people suffering, some people enjoying all this. Why all this, if you ask the Creator? Если вы спросите Творца, зачем ты так создал? Некоторые люди хорошие, некоторые плохие, кто-то страдает, а кто-то наслаждается. Зачем это вообще все нужно? Because such questions always arise in our minds. Потому что эти вопросы постоянно вырастают в нашей голове. Then the Lord answers that this is all my play. Тогда Бог скажет, ну это моя игра. Because He pervades everything, every being. He pervades it. He occupies. Он пронизывает все. Потому что я пронизываю все, любое существо и любое создание. И это мое, так как я... When you go to a drama in a theater, Если вы идете в театр на драму, so драматическое представление. first the drama is created by a writer, a poet. Сначала эту драму написал какой-то поэт или And писатель.
then there will be a director who arranges how the character should play. И потом есть директор, который будет... Сценарист, да? А? Сценарист, мне кажется. Ну, кто-то там, директор, сценарист, режиссер, который будет расставить всех актеров по местам и скажет им, как они должны действовать. And you have different characters. И у вас есть разные роли. So one person will act the role of a king, Ну, один актер будет играть роль короля, and another person may play a role of an enemy. другой актер будет играть роль врага. So in the drama they will fight with each other. И они будут бороться на шпагах друг с другом на But, сцене. but after the drama is finished, he is no more a king, he is no more an enemy. Да, но когда театр закончился, это больше не король, это больше не враг. After completing the drama, if this fellow says after coming home, I am the king, Представьте себе, после того, как театр закончился, они придут домой и скажут, я король. then his wife says, you keep quiet. И его жена скажет, да замолчи уже. Марина же было хорошую драму, то есть не драму придумать, а что все дружно живут, что-то Свою жизнь и продолжить. She's asking the question, but the author could write a nice drama where there's no fighting, where everybody... No, because it is his, how can we ask him? Because it is his play. So in this drama, he is the poet, he is the director, he is all the actors, everything is himself. Ну, просто как мы можем ему, это же он писал этот рассказ, как мы можем ему сказать, ну так возьми, напиши по-другому, нам не Я нравится. хочу, чтобы написал хороший. Ну даже это напиши сама, он вот так будет писать. She said, I want that he writes something nice, and I say, then write yourself because this is written by him. Whatever is written by creator is always very fine. То, что написал творец, это всегда, в общем-то, очень хорошо. Он Because умеет это делать. everything has its own place and its own significance. Потому что все имеет свое место и свою ценность, свой смысл. Свой. Ну все, Марина, придется писать драму. Когда закончится игра? Что хочешь, что пиши. Мелодрама, Пиши, это мелодрама. Что вы Это он. Я просто хочу такое очень гармоничное, что Напиши, А все хотят, все хотят. А получается... Вот ты не забывай, что как бы, это он написал, он режиссер, и он все актеры, и он все вообще. Это ты забыла, что ты он Ты просто. просто написала забыла, и что играла. это ты написала. Да. Перепиши. Давай. So the person who has played the role of king in one drama, Тот человек, который играл роль короля в этой драме, so the same person may have to play the role of a beggar in another drama. в следующем театральном представлении, возможно, он будет играть роль плохого Нищего. bad guy. A beggar. А, Бега, может, будет играть роль нищего в следующем театральном представлении. So if he is a king, if he is a beggar, it is only the role of the play, but he is neither the beggar nor the king. Но это же только его роль. На самом деле-то он не тот, ни другой, он просто тот, кто он есть. Similarly, you have to play the role of a man in one birth, maybe you have to play the role of a woman in another birth, you can't say. И точно так же во время одной вашей жизни вы будете играть роль мужчины, а в другом рождении роль женщины. So Вы не our можете problem that we are so too serious about this. Our problem that we are too serious about these roles. Yes, И он because we get говорит, identified with this, that is the problem. и он говорит, наша проблема только в том, что мы слишком серьезно относимся к этим ролям. We get identified with the form, Уже не therefore является. we feel this is ultimate.
Да, и мы очень идентифицируем себя с этой ролью, когда мы ее играем, и мы думаем, что это навсегда. Но это же не так. We forget that this role is given for this life. That's all. That is only the truth. И мы забываем, что эта роль дана нам только вот во время этого представления, а потом же будет все по-другому. There is no truth beyond this. There is no truth beyond this. Да, нету правды Правда выше. выше этого. All the other thinking is only with emotion and all these things what we think. Huh? If I think that, oh, I am Indian, I may be born only in India always, that you can never say, because it is not our decision. Если это все наши эмоции и наше притяжение к каким-то таким вещам. Если он, например, скажет, вот, я из Индии, я всегда буду рождаться в Индии, там, где тепло. You should Это же be, не может так быть. you should accept whatever role is given to us, then you will be a good actor. Прими ту роль, которая тебе дана в этой жизни, ты будешь очень хорошим актером. Не свою роль. Лучшего актера. Потому что она же прекрасна, она дана тебе самим Богом. Да. Если плохой, будет плохой. Скажешь. Что? То есть если ты роль Да. злодей, то будет злодей. Да. She's asking if you have an evil role, so you have to be evil. Yes. Yeah. Then I will go. You cannot play. Only when Lord gives you a role like then only you can play. Otherwise, how can you play? You cannot play by yourself. You cannot play like that. Ты же не можешь играть сам по себе, ты только можешь играть, когда Бог дал тебе эту роль. Поэтому делай так, как Он тебе дал. Понять бы как. Что? Понять бы как. The thing is to understand what is given as your role. Заморачиваться. Когда мы смотрим позитивные фильмы, это приятнее смотреть, нежели когда мы смотрим какие-то... Марина, да, ну, перепиши свой план. Ты же сама мне Мандра какие экзамплы? Согласись со своей ролью. Да. Будь хорошим актером. Марина, нам очень нравится твоя роль. Наблюдать за ними вообще одно удовольствие. Как всему, нет лишнего удовольствия смотреть, как другие мучаются. She couldn't understand, still can't understand, and she says, but still I like positive more. And he said, Marina, we like your role, don't worry anymore, it's okay. It's not so important. Let's write the complaints to the Yeah. celestial office. А еще вопрос. Говорят, что в Бангалоре есть место, где хранится вот информация о прошлых ролях, то есть о прошлых жизнях душ. Надя астрологи. Да-да-да, я слышала. She says, somebody says that in Bangalore there's some place where the information about the last roles is saved. About Nadia astrologist. Yes, that is what called Nadi Shastra. There is a science called Nadi Shastra. Эта наука называется Nadia astrology. Nadi astrology. But you know, there are many people who claim to be Nadi astrologists and to that they can say who are you in past births and all these births. Ну, есть много людей, которые говорят, о, я Надя, астролог, я тебе расскажу, что было в твоих прошлых жизнях. But the real Nadi astrology is kept under the control of the masters. Но настоящая Надя, астрология, она сохраняется под контролем настоящих So мастеров, that it will not be misused. чтобы это не использовали в неправильных целях. The real thing will be never allowed to be misused and are commercialized. Настоящая такая суть этой вещи никогда не будет использоваться для коммерции или чего-то другого, потому что это And слишком важно. also what we have to remember is that
what is the purpose if we know who we were in the past birth? И к тому же, какой смысл, он говорит, главное, а какой смысл знать, кто мы были в прошлой жизни? У нас сейчас другая роль. That will bring into more complication. Это создаст некие усложнения для нашей сегодняшней ситуации. Just I will tell you. I will tell you. Я расскажу вам. Master has given one, Master Ike has given one story about this. Мастер Ке рассказал историю как раз про это, я вам ее расскажу. Because there was one fellow who was very eager, very inquisitive to know about his past birth. Был мужчина, которому ну просто очень хотелось узнать, кем он был в прошлой жизни. So he went to his guru and said, please give me some power that I could know who I was in the past birth. Он пошел к своему учителю, к своему гуру, и сказал, ну пожалуйста, ну скажи мне, дай мне какую-нибудь силу, чтобы я узнал, кем я был в прошлой жизни. Then the guru said, it is dangerous for you, don't ask for this, it is not, you cannot withstand this. А гуру ему сказал, ну это опасно для тебя, не надо туда соваться, ты не сможешь с этим справиться. But this fellow insisted upon his guru. Но этому человеку ну просто так хотелось, и он очень сильно настаивал. So the guru, what he did is, temporarily he just touched his bro and said, now you have, and you will have you will be reminded of the past birth, so now you can go, he said. Ну, тогда гуру как бы согласился с ним, тронул его за бровь на момент и сказал, ну вот, все, иди, теперь ты вспомнишь, кем ты был в прошлой жизни. And this fellow has a habit frequently to go into movie theater. И у этого человека была привычка часто ходить в кино. So directly he went to the movie theater from И the он guru. сразу пошел в кино. He got already this power, his vision of past life. So he was in the theater sitting to watch the movie. И у него гуру дал ему уже эту силу вспомнить свою прошлую жизнь. И вот он сидит в кинотеатре. And there was a young couple who came and sitting beside him. И тут рядом с ними сидела молодая пара, которая вместе с ним смотрела кино. And then he looked at them and he could recognize that the lady was his wife in the past birth. И когда он посмотрел на них, он понял, что эта женщина из парочки, это была его жена в прошлой жизни. So the present husband of the lady, he was sitting close to her and holding her like this, and this fellow was angry upon her. Муж этой женщины, нормальный муж, он сидел рядом с ней, он держал ее очень ласково, а этот человек, он очень на него разозлился, как ты так держишь мою жену? So he got up and said, you fellow, you are holding my wife. Тогда он поднялся и сказал, эй, ты что вообще мою жену трогаешь? So everybody around, they got up and then they held this fellow, are you a crazy fellow? And then he was beaten by those fellows. Тогда все поднялись и стали его держать за руки, что он совсем что ли сумасшедший, отнимает жену у мужа, и они его побили. And then this fellow is terrified, and then he ran back to the guru and said, please take me away from this. Этот мужчина очень-очень испугался. Он побежал обратно к гуру и сказал, пожалуйста, убери обратно эти знания. You see, this will happen. What is the purpose? If we only for curiosity, if we get these powers, it is dangerous. We get into more. We could not handle the problems of this present life. How can we have it from the past life? Поэтому, понимаете, зачем вообще это нужно, узнать, кто мы были в прошлых жизнях, если мы с нашими сегодняшними проблемами не можем справиться, а нам еще проблемы из прошлой жизни вспомнятся, так мы вообще с ума сойдем. That is why the forces of nature, the devas are clever. They take away when we leave the body, then they take away all our memory about the past, and then they give a fresh life to continue. Otherwise, we will get into complication. We will get mad if we know this about all this. Поэтому природные силы, девы, они умные. Когда мы уходим из этой жизни, они забирают у нас всю память, кто мы были в прошлой жизни, дают нам свежую жизнь, чтобы мы не сошли с ума, чтобы мы жили нормально. But I know that there are
In India, there are these Nadi, so-called Nadi astrologers. In Occident, there are so-called clairvoyants who will say that you were this and this. In past life, you were a prince of this, and your next life you will be president of the America or something like this. Even next life. They can say past lives. They can say next life. For money, they can say For money, they anything. can say anything because we can't. You cannot verify anything. Он говорит, я знаю, что в Индии есть такие астрологи Нади, которые скажут тебе, в прошлой жизни ты был там принцем, а в следующей жизни ты будешь президентом Америки. Как бы за деньги они тебе все, что хочешь, скажут. Вот я хотела по этому поводу вопрос задать. Ну, задай, Когда отъездом обнаружил, мне прислали ссылку, что у нас в Москве есть такой институт реинкарнации. Они занимаются тем, я просто была поражена, почему я этот вопрос задаю. Там такой молодой человек с кудряшками, вот, у него целый институт, у него целое подразделение, они обучают, и они летают коллективно в разные там прошлые жизни, и потом делают впечатление через интернет. И вот у них там темы разные, я смотрю, например, тема войны, и вот каждый полетел, значит, в свою там прошлую жизнь, смотрел, где он там с кем воевал, потом они вернулся, потом они... Я ему Я скажу пару слов, что насколько вот это правдивый этот опыт или это воображение, вот такой вопрос. Скажите, какой тут информация, они считают полетами такие прошлые жизни, да, решение разных вопросов. Насколько это без такого высокого гуру действительно это реально, или это просто все вот они выдумывают? Я переведу, но я думаю, что он будет очень смеяться. Ну, скажите, вот я не зареагирую, чтобы посмотреть. What is the question? She says, I said that when I translate you will laugh, because she said in Moscow she found on the internet, just back in the case, there's such an institute with this guy with long hair, he's the leader of the whole institute, and he organizes collective flying to the past lives, so that they can find out about war or about some information, and then they share what they got to know, share on the internet. And she wanted to say, is it just imagination or what is that? She just wanted to ask what you would say about this. But if you ask me, what I say is, what is the purpose of this? Он говорит, ну если вы меня спрашиваете, я вас It's спрошу, okay. какой смысл в этом вообще? What has happened, it is Они finished. решают проблемы в этой жизни, когда вот уходят в прошлую жизнь, они решают проблемы в этой жизни, так считаю. So she says if they go to the past life, Yes. they get some information to solve the problems in today life. As far as I know from the teachings of the masters, this is not logical. Как я знаю от изучения великих мастеров, это нелогично. So I never made any such effort because I am not inquisitive to know who I was. Because I know what I have to do now. That is important for me. Он говорит, я никогда так не делала, никогда не прилагала никаких сил, чтобы узнать, кто я был в прошлой жизни, потому что я живу сейчас, у меня есть определенные задачи, которые я должен решить. То есть это лишнее. Да, он уже, 15 это раз возможно? рассказывает, что это очень лишнее. Это возможно или нет? Но это возможно, вопрос в том, это возможно, чтобы вот, они передвигались? окей, Слушай, ну вы же понимаете, если даже это было бы возможно, это не предмет нашего семинара, Сейчас она вы конечно, не будет не не поняли еще, нет? Just like us, curiosity. It is possible only when the gurus or the masters, they if they decide for some purpose, then it is possible. Ну если великие мастера для тебя решат, что это нужно, тогда это можно, но ты как бы не можешь этим сам управлять. For some specific purpose. For some specific purpose. Только если это имеет определенный смысл для решения твоих сегодняшних задач. И не от тебя, а сделать сверху. So therefore, when we have so much what we have to do in this life, so we must live in present. У нас столько дел в нашей жизни, что мы должны решать их. У нас сил-то и так хватает только как раз на это, что если мы будем еще отвлекаться на такую ерунду, что было раньше, как мы тогда справимся с сегодняшними задачами? Because when we start thinking about the past, then we are losing all the present. Потому что если мы начинаем задумываться о прошлом, то мы теряем все настоящее. Then our life is spent away. И наша жизнь уходит от нас. Then we lose time. Что? Потрачено зря. Да, наша жизнь потрачена зря.
then we lose the time which we have to utilize for to fulfill our purpose in this life. Мы теряем время, чтобы реализовать наше предназначение в этой жизни. So we should know